Здравствуйте, мои друзья! Пришло время готовить сытные, согревающие супы. Сегодня мы с вами приготовим уйгурский суп мампар. Для него нам понадобится 500 граммов мяса, у меня говядина. Ее нужно нарезать на небольшие кубики. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. В кастрюле разогреваем 3 столовые ложки растительного масла и на большом огне нам нужно обжарить мясо до полного испарения жидкости и до румяности мяса. Пока она ужаривается, нарезаем маленьким кубиком 2 средние луковицы. Также нам понадобится 2 средние моркови. У меня 1 большая морковь. Тоже нарезаем ее маленьким кубиком. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. 4 зубчика чеснока тоже нужно мелко нарезать. Не забываем перемешивать мясо, чтобы у нас ничего не подгорело. Мясо у нас подрумянилось. Отправляем подготовленные овощи в кастрюлю. И на большом огне все перемешиваем, продолжаем готовить. Также нам понадобится 2 сладких болгарских перчика. У меня 3 маленьких, разноцветных. Нарезаем их на кубики. Они будут очень симпатично смотреться в супе. Продолжаем готовить все. 2 средних помидора тоже нарезаем на маленькие кубики. Также нам понадобится еще столовая ложка томатной пасты. Это 50 граммов. Все перемешиваем, продолжаем готовить. Пока все у нас обжаривается, нарезаем на небольшие кубики 2 картофеля и тоже отправляем в кастрюлю. Все перемешиваем и вливаем 2 литра горячей воды. У меня кастрюля 4-литровая, как раз вот на норму эту норму продуктов. Доводим до кипения, убавляем огонь, под крышкой готовим минут 40. А пока приготовим тесто. Стакан муки 150 грамм, пол чайной ложки соли, 1 яйцо, 30 мл воды. Сначала ложкой, а потом рукой замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягким, не липнущим к рукам. Вот такое по консистенции у нас тесто получилось. Убираем его в целлофановый пакетик, даем ему отдохнуть 30 минут. Прошло 30 минут, подпыляем рабочую поверхность мукой. И нам нужно раскатать наше отдохнувшее тесто в тонкий пласт толщиной примерно 1-2 мм. Работать с этим тестом очень приятно, оно хорошо раскатывается. Оно такое пластичное. Раскатанное тесто нарезаем на небольшие квадратики стороной примерно 1,5-2 см. Я это делаю при помощи ножа для пиццы. Вот такие миниатюрные квадратики у нас получаются. Прошло 40 минут. Проверяем на готовность мяса и картофель. Посмотрите, какой яркий супчик. Посмотрите, какой он красивый. Картофель у нас готов, мясо готово. Добавляем столовую ложку соли, чайную ложку сухого базилика. Все перемешиваем. И теперь отправляем наши квадратики в суп. Квадратики должны всплыть и повариться 10 минут уже без крышки. Через 10 минут готовый суп мы накрываем крышкой, убираем огонь и даем супу настояться 10-15 минут. У меня суп настаивался 15 минут, и сейчас мы его будем пробовать. Вы не представляете, какой стоит аромат, а какой он яркий. Посмотрите, какой он аппетитный. Прямо в тарелку посыпаем его мелко нарезанным зеленым луком, и сейчас мы его будем пробовать. Друзья мои, как же это вкусно! Этот суп заменяет и первое, и второе блюдо. Приготовьте для своей семьи этот вкуснейший уйгурский суп мампар.